Двухминутную коробочку с рабочими 90-270. Ленточка для туристов. Приветствую всех на канале Temp Models. Сегодня сделаю обзор на одно из самых актуальных дополнений для современной авиации – бомбы ФАП-500 М62 с УМПК. Покажу вам все от распаковки до финальной покраски. Будет быстро и по делу. Внутри жесткого блистера полный комплект на две бомбы. Подробная инструкция, схема сборки и качественные декали от фирмы Бегемот. На что стоит обратить внимание, это крылья модуля ОМПК. Они выполнены в очень тонком масштабном сечении, и чтобы такая хрупкая красота не повредилась при транспортировке, производитель напечатал их на специальной плате с защитной фермой. Решение отличное, детали доезжают в идеальном сохране. Теперь по матчасти. Сама бомба и модуль УМПК идут отдельными деталями. Корпус бомбы выполнен полым, что облегчает конструкцию. Отдельно в наборе дается головной взрыватель и заглушка хвостовой части. Теперь самое приятное – это отделение поддержек. Они проработаны настолько грамотно, что отщелкиваются буквально нажатием пальца. А вот для защитной фермы крыльев уже понадобятся кусачки, чтобы аккуратно освободить тонкие детали без повреждений. Также особое внимание уделите лапам балочного держателя. Здесь рекомендую сначала аккуратно откусить кусачками поддержки, идущие к имитации болтов. Только после этого можно безопасно отламывать сами лапы. Так вы гарантированно не повредите мелкий рельеф крепежа. Переходим к основной плате с бомбой и модулем ОМПК. Чтобы ничего не повредить, рекомендую действовать в два этапа. Сначала отсоединяем поддержки, связывающие модуль с корпусом бомбы, а затем разрезаем саму плату на две части. Только после этого, работая с каждой деталью по отдельности, окончательно отделяем их от основания. И главный совет – не спешите отделять саму бомбу от платы, не пытайтесь вырвать ее руками сгоряча. Плотность поддержек у основания высокая, и если тянуть силой, вы почти наверняка повредите тонкое оперение. После отделения переходим к зачистке следов от поддержек. И тут хочу показать вам крутую фишку полимера от Temp Models. Посмотрите, как гнутся крылья у МПК, они буквально пружинят в разные стороны и не ломаются. Свойства этого материала позволяют не переживать, что вы случайно отломите тонкую деталь во время обработки. В отличие от того же модуля УМПК у других производителей, здесь смола не хрупкая, а очень пластичная, что в разы упрощает работу. Важный момент для тех, кто планирует делать модель в полетной конфигурации. Если вы собираете модуль УМПК раскрытым, то не забудьте тщательно зачистить следы от поддержек на внутренней стороне модуля. В раскрытом виде эта часть будет на виду, так что частота обработки здесь критична для итогового вида. С зачисткой закончили, теперь досборка. Перед тем, как браться за аэрограф, необходимо приклеить головной взрыватель и заглушку донного взрывателя. Это финальный штрих сборки самого корпуса, после которого модель полностью готова к нанесению грунта. После приклейки взрывателя может остаться небольшая щель, но шпаклевать ее не нужно. На реальной бомбе в этих местах как раз есть рельеф. Кстати, здесь сделаю небольшое отступление и разберу один из комментариев из прошлого ролика. Автор данного комментария не согласен с тем, что 3D-печать правильнее всего клеить и шпатлевать на цианокрилатный клей. Чтобы не быть голословным, я проведу прямо здесь небольшой эксперимент и объясню свою позицию. Как вы видите, в моем арсенале есть множество ультрафиолетовых смол для склейки, от самых дешевых с Озона до более дорогих от фирмы Galaxy. Ну и давайте попробуем склеить две пластиковые детали с помощью ультрафиолетового клея от Galaxy. На чистые обезжиренные детали я наношу ультрафиолетовый клей. Дальше соединяю детали и засвечиваю их с помощью ультрафиолетового фонарика. Засвечиваю долго, примерно по минуте с каждой стороны.
Детали схватываются между собой, а значит смола затвердела, но достаточно небольшого усилия для разрыва соединения. Но суть этого эксперимента не в усилии на разрыв, а в том, что жидкая фотополимерная смола при локальном нанесении не затвердевает полностью. Первые засвеченные слои создают корку, которая попросту не пропускает ультрафиолет глубже. В итоге внутри пятна остается сырой материал, что со временем может привести к неприятным сюрпризам на готовой модели. Второй момент, что даже если поверхность кажется твердой, на ней после засветки всегда останется липкий и жирный на ощупь слой. Если его не убрать, он станет настоящей проблемой для дальнейшей адгезии, для грунта и краски, а также может попросту разъесть их. И чтобы удалить этот слой, необходимо протереть детали изопропиловым спиртом. Но также у таких смол есть еще одно коварное свойство – они текучие. Чем больше температура, тем сильнее они текут, и они, как и вода, находят любое отверстие, любую щель и вытекают через нее. И со временем вы можете увидеть на своей модели неприятный сюрприз, когда из вашего соединения вытечет смола и разъест вам всю краску и испортит финальный вид вашей модели. С цианокрилатным клеем такой проблемы нету. Он полностью полимеризуется и затвердевает на всю свою глубину. А если вы будете еще использовать активатор, то это будет происходить гораздо быстрее. Вот тут прекрасно видно, что весь суперклей затвердел и не оставляет никаких мокрых следов. Ну и чтобы закрыть эту тему, покажу свои рабочие инструменты. Это суперклеи, активаторы и дебондеры, которыми я пользуюсь для удаления излишков. Ну и резюмирую свои слова. Фотополимерная смола, как клей, отлично подходит прежде всего для прозрачных деталей, где мы можем насквозь засветить все пятно контакта. Также она годится для совсем мелких элементов, которые не несут на себе нагрузки. В таких случаях, даже если случится эксцесс с вытеканием капли, это не критично и не испортит финальный вид всей модели. Во всех же остальных ситуациях лучше использовать проверенный цианокрилат. Ну а теперь, когда с теорией покончено, перейдем к покраске наших бомб. Корпуса бомб грунтую серым грунтом от фирмы 128 и наношу подвожку. Кстати, для нанесения подвожки рекомендую использовать разбавитель Т6 от фирмы Despy. В его составе есть замедлитель высыхания, что позволяет краске меньше налипать на игле. Немного похвастаюсь своим пополнением в ряду аэрографов. После нанесения подложки задуваю базовый цвет из смеси серо-голубого и зеленого от Акана. Далее маскирую все скотчем и нержавеющей сталью покрываю хомуты. Ну а далее берем кисти в руку и поднимаем детали, проводку и желтый цвет болтов. На балочных держателях после нанесения грунта и подложки сделал имитацию хомутов с помощью модельного скотча и суперклея. Далее покрасил их серый цвет и начал красить детали. Для покраски трубки использовал цветные чернила от Валеха, которые наносил на цвет натуральной стали. Покраску модуля начал с нанесения черной глянцевой базы. Далее в ход идут металлики, причем на самом модуле я поигрался оттенками, используя темный и светлый алюминий. Далее я пошел немножко по нестандартному пути и сначала сделал смывку, а не декали. Сделал я это для того, чтобы в дальнейшем на балочных держателях декалью не забить всю расшивку.
Далее приступил к нанесению декалей. В этот раз использовал менее агрессивную жидкость для фиксации, а именно Декаликс от фирмы 128. По визерингу я не стал ничего придумывать, мне просто захотелось добавить немножко зеленого в основной оттенок бомбы. Для этого я использовал различные оттенки зеленого от фирмы 128. Наносил масло точками и дальше кистью, смоченной в айспирите, размывал это все, делая фильтр. Осталась только финальная сборка, ну а я расскажу пока что наши дальнейшие планы. По сборке Су-34. Работа над следующей серией уже идет. Серия будет про сборку и покраску закабинного отсека и кабины. Работы очень много. Надеюсь, что успею до выходных. Ну а по роликам данного формата я хотел бы попросить вас проявить активность в комментариях и написать, какой бы вид дополнения вы хотели видеть в следующих роликах. Итоговая сборка происходит без проблем, поэтому смотрим финальный результат. Если вы хотите увидеть референсы по данной или другим темам, то всех жду на своем личном канале в Дзене. Он доступен для вас при сканировании QR-кода. Ну а я, как всегда, напоминаю, что это и множество других дополнений вы можете купить на нашем сайте. Также сейчас у нас идет предзаказ на модель Су-25 от Звезды в 72 масштабе, где при покупке модели вы можете купить множество разнообразных и качественных дополнений с отличной скидкой. Ну а если вы находитесь за рубежом, то для нас это не проблема. Наш магазин работает по всему миру и всегда доставит ваши товары в целости и сохранности. Ну а я благодарен вам, что вы были со мной эти 15 минут. До встречи в следующем видео.